Приветствую, меня все еще зовут Сергей, а это канал Экодрифт. И мы в Краснодаре. Сегодня небольшой обзор на второе моноколесо от компании Ветеран Абрамс. И это название танка. Интересно, Т-34 они тоже выпустили? Я понимаю всех тех, кто обратил внимание именно на эту модель. Как же круто оно выглядит. Брутальный, привлекающий внимание дизайн. Но первое впечатление обманчиво. Давайте разбираться. Надпись Offroad. Почему не написано Абрамс? Вы обратили внимание, что на Шерман и теперь на Абрамс нигде не написано ни название бренда, ни название модели, а на экране только надпись Липерки. Это удивляет. И конечно, ни о каком оффроуде с таким рисунком протектора и с весом 44 килограмма и речи быть не может. Это чисто дорожный крузер, который во многом напоминает Бигод Monster Pro, но тяжелее его, а в целом как по дизайну, так и конструктивно лучше. Сверху у нас бортовой компьютер. Я думал, что он во второй модели будет получше. Скорость реакции и читаемость раздражают. Без подробной инструкции в этих значках не разобраться. Для сравнения можно вспомнить экран на InMotion V12, где сразу все просто и понятно. Ну ладно, экран есть и хорошо, никто им пользоваться не заставляет. Тем более, что теперь без проблем можно подключиться к колесу через разные приложения. Телескопическая ручка такая же, как Ветеран Шерман. Работает отлично, вполне надежная. Передняя фара может немного наклоняться, что позволяет регулировать пучок света. При этом у нее есть два уровня яркости. О, работает. Сзади симпатичный габаритный фонарь, он же стоп-сигнал, и два порта для зарядки под заглушкой. А вот брызговик вызывает вопросы. Он вроде бы достаточно массивный, но во время дождя, поверьте, и райдер, и колесо все будет в грязи. От дорожной пыли такое решение тоже не спасает. Металлическая рамка, оберегающая брызговик по задумке, должна была стать подножкой, но увы, оно так не работает и колесо не стоит. Нужно дополнительно придумывать какие-то ножки. Обод колеса широкий и у него необычный и очень привлекательный дизайн. И конечно кенгурятник. Вот эти трубы, за них очень удобно держаться во время езды сидя. Но с другой стороны, минус в том, что они закрыты пластиком и сюда будет сложнее закрепить разные кастомные примочки и аксессуары. Всем привет из Краснодара, меня зовут Роман, езжу на Шермане. За этот год пробег 10 тысяч километров. Да, хотел попробовать на новых колесах покататься. Сегодня предоставилась возможность. Прокатился на колесах Командор и Ветеран Абрамс. Оба колеса понравились. Колесо Абрамс в сравнении с Шерманом идет более ровнее, так сказать. Кочки меньше чувствуются. Усилия больше в повороты надо закладывать однозначно. На небольших скоростях. Главный недостаток Абрамса – маленькая емкость батареи. По внешнему виду Абрамс явно выигрывает. Слышал про ужасы, про слизняки, про продавы. При езде на Абрамсе никаких страхов не ощутил, что оно продавится. Идет, набирает мощно, тормаживается хорошо. Приезжайте в Краснодар, катайтесь, смотрите, какая погода хорошая. Тут рай для моноколесников. По характеристикам. Мощность двигателя 3500 Вт-часов. Мы разбирали, здесь действительно новый мощный двигатель. Именно двигатель стал основной причиной рекордного веса – 44 килограмма. Холостая раскрутка 100 км в час. У нас, правда, получилось немного поменьше, но можно говорить об уверенных 75 км в час с габаритным тяжелым райдером при почти полном заряде аккумулятора. Аккумулятор 2700 Вт-часов на элементах Samsung 50E. Напряжение заряда 100 вольт. Максимальный ток зарядки 15 ампер.
Зарядное устройство в комплекте издевательски слабое, всего 2,3 ампера, но зато без вентилятора. Полностью аккумулятор будет заряжаться около 12 часов. Пробег на одном заряде зависит от скорости и стиля езды, примерно в диапазоне от 50 до 200 км. Если вы вдруг не смотрели, то посмотрите наш предыдущий обзор на Bigot Commander. Я на 7-й минуте подробно остановился на вопросе таких мощных и тяжелых колес и почему на них не стоит ездить новичкам. И вот смотри, вот ты говоришь, я ухожу, и солнце тоже уходит. Мы откатали целый день на ветеран Abrams. Какие выводы мы можем сделать о этом колесе? Это колесо безумно стабильное. По прямой, в поворотах, на большой скорости оно ведет себя максимально предсказуемо, максимально. Это шикарное моноколесо для дальнобойных поездок. Очень комфортно, очень стабильно на длинных прямых отрезках. После 30 ярко выраженный гироскопический эффект позволяет закладывать колесо в повороты и не бояться, что оно вас уронит. Очень комфортно ездить сидя. Высокий корпус позволяет делать это без каких-либо напрягов. Просто опускаем пятую точку сюда, и у вас все хорошо. Можно максимально свешиваться в повороте, как на мотоцикле. И вес двигателя и его диаметр позволяет это делать максимально устойчиво. Максимально. И от этого получаешь огромное удовольствие. Да что там говорить, вот Тарас, который нас снимает, который постоянно хейтит большие тяжелые колеса, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, радовался как ребенок, за уши было не оттащить от Абрамса. Он, конечно, будет все отрицать и рассказывать, что лучшее колесо это Kingston 14D, но не слушайте его, на самом деле он ссался кипятком от радости. Очень понравилась резина и размер. Резина и размер, безусловно, добавили колесу и в проходимости, и в маневренности, потому что эта резина рулится предсказуемо, хорошо, нету никаких подводных камней, когда ты ей управляешь. У колеса ощущается очень большой мощностной потенциал, вы можете ускоряться на нем достаточно динамично, также динамично оттормаживаться. Лично я не заметил каких-либо моментов, которые могут тебя напугать, когда ты хочешь резко ускориться, либо резко тормозиться. Все прогнозируемо, колесо подхватывает тебя, тащит, очень приятный звук двигателя, не похоже ни на одно другое колесо, напоминает звук болида Формулы-1, он прям тебя тянет. И при этом ты ощущаешь, как это колесо действительно вывозит тебя из любой ситуации. Я сейчас немножко занят, мы снимаем обзор на моноколеса в Краснодаре. Игоря тут нету, только я и Тарас. По всему остальному педали большие, шипы скользкие, однозначно нужно что-то будет придумать. Был случай, когда на проезжей части надо было достаточно резко тормозиться и уйти на обочину, а на дороге были волны, из-за которых ноги, подпрыгивая на педалях, сильно сползли вперед. Опасная ситуация, так что нужны шипы или другие педали. Корпус высокий. Когда я стою на колесе, у меня есть четкое ощущение того, что корпус сверху становится шире и упирается в колени пластиком. На маленьких скоростях это нужно маневрировать, это доставляет дискомфорт. Я бы что-нибудь сюда мягкое наклеил. Ну или катайтесь на каблуках или на высоких платформах. А вообще, обязательно примерьтесь заранее, это действительно важный момент. По родным подушкам их не хватает совершенно. Обязательно нужно придумать что-то с ярко выраженными упорами, чтобы можно было динамично разгоняться и тормозить. Это обезопасит вашу езду на повседневе. Очень хорошая, достаточно мощная фара, хороший задний стопарь. Колесо само по себе выглядит очень достойно. Я думаю, это колесо подойдет рослым и достаточно тяжелым райдерам, у кого хорошие длинные ноги, мощные. Это даст возможность не чувствовать дискомфорта в районе коленей, поэтому это выбор больших, крепких мужиков. Ветеран Abrams очень интересная модульная конструкция. На самом деле она очень напоминает конструкцию Kingston S18.
Ребята в сервисе разобрали, в этой модели удалось избавиться от пластикового корпуса в роли основания. К стойкам двигателя крепится металлическая рамка, в которой в свою очередь прикручены трубы кенгурятника, а сверху каркас замыкает алюминиевая корыца под контроллер. Аккумуляторы в пластиковых кожухах навешиваются сбоку отдельно, подключаясь через выходящие из контроллера коннекторы. Двигатель Abrams с осью, но она действительно толстая и основательная. Стойки прикручены к ней 3 большими винтами. Открутить их не так просто, как кажется. Сборка Abrams качественная, все винты посажены на фиксатор резьбы и очень хорошо затянуты. Все полости тщательно загидроизолированы. Но, к сожалению, есть у этой конструкции и минусы. Во-первых, арку колеса формирует очень маленький пластиковый кожух. Вся грязь летит на батареи и их коннекторы, что очень неприятно и довольно опасно. А вторым минусом, как ни странно, является то, что снять двигатель для замены камеры будет довольно сложно, без хорошего оборудования. А еще у части зарубежных пользователей наблюдалась проблема с отключением колеса на торможении. Что-то инженеры намудрили, хотя у нас такой проблемы не было. Ветеран выпустил новую прошивку, обновить ее можно через телефон на Android. Ссылка будет в описании под видео. Он только хрюкает, и я не могу этого сделать. Он не отключается, он просто делает то же самое, только мягко. Смотри, смотри. Смотри. Видишь, то же самое. Но он мягко это делает. Там совсем чуть-чуть педали опускает. Мне просто не хватает рычага, чтобы это сделать. Вот. Короче, с места продавить будет тяжело. Если сравнивать с Sherman, то в Abrams ощущается заметная прибавка к мощности. Батарейка за 50 км потеряла 2 деления, так что колесо точно не прожорливое и вполне сравнимо с Sherman. Monster Pro ощущается более мощным, весит меньше, аккумуляторы больше. Стоять на Monster Pro удобнее, но конструктивно и по надежности Abrams даст фору. В целом получилось неоднозначное и очень тяжелое колесо. В плюсы я запишу дизайн колеса, диаметр, плавность хода и отличные алгоритмы работы контроллера. Тяга и динамика — это тоже на высоте. Но самым главным минусом будет вес. Это больше половины моего собственного веса. Это колесо точно не для меня. Ну что ж, друзья, наш обзор подходит к концу. Мы были очень рады, что вы были с нами. Но нам нужно возвращаться в нашу унылую и серую Москву. И не забудьте написать в комментариях, что вы думаете о такой погоде. До скорых встреч! Но на самом деле он ссался радостью от кипятка.